Всем приветы! Вы когда-нибудь задумывались, почему именно Наэль является гарантом в молитве новичка? Я думаю, это связано с ее простотой в плане прокачки, универсальностью. Но имеет ли смысл ее прокачивать? Тратить на нее колоссальные ресурсы? Уверен, многие скажут, что нет. Но так ли она бесполезна? Как вы можете заметить, на данном видео я прохожу Золотую Палату одним персонажем. И этот персонаж Наэль. Благодаря ее навыкам и колоссальной защите, прохождение было успешным. Ссылку на полное видео вы найдете в описании. А мы начинаем. Насколько я знаю, большинство махнуло на Наэль по одной простой причине. В сравнении с другими персонажами, владеющими двуручным мечом, она сильно уступает в нанесении урона. Что с обычной атаки, что при помощи опилок. Но раз все дело в сравнении, вспомните, какой еще персонаж, владеющий двуручным мечом, способен восстановить здоровье всей команде. Да и вдобавок установить щит, который при должной прокачке поглотит нереальное количество урона. Как по мне, этого уже достаточно, чтобы обратить на нее внимание. А в случае, если у вас нет второго хиллера, ну скажем для той же бездны, сомнений вообще не должно быть. И еще что важно помнить, на всей территории Тейвата всего несколько противников имеют иммунитет к геоурону. Это такие как геослаймы, геогипостазис. Но даже сражаясь с ними, Наэль не становится бесполезной. Она по-прежнему может восстанавливать здоровье и в это время наносить физический урон. Поэтому, когда у меня появилась потребность во втором хиллере, я тут же принялся за ее прокачку. И, как я говорил в самом начале, Наэлька очень проста в выборе снаряжения, потому что все ее навыки завязаны на количестве защиты. И чем этот показатель выше, тем большую пользу она приносит всей пачке. Да и согласитесь, хорошо, когда есть персонаж, на которого можно смело вешать артефакты на процент защиты. Ну, потому что на абсолютном большинстве персонажей они банально бесполезны. Но перейдем непосредственно к ее возможностям. И каких результатов на момент записи видео я уже достиг. Наэль, конечно же, можно разогнать и на атаку, но тогда станут бесполезными ее навыки. А именно они делают ее интересной. С них, пожалуй, и начнем. Самым важным для меня является ее элементальный навык под названием Бронефрукт, при помощи которого она создает щит на 12 секунд и, нанося удары, находясь под ним, лечит всю пачку. А больше мне от нее в принципе ничего и не нужно. Прокачивая только этот навык, мы прилично так экономим ресурсы. Но если вам посчастливилось открыть ей хотя бы одно созвездие, которое позволяет нам хилить со стопроцентной вероятностью при использовании взрыва стихии и бронефрукта одновременно, который называется генеральная уборка, то разумно будет вкачать и его. Тем самым мы будем и хилить, и дамажить одновременно. Но чтобы все эти показатели вас радовали, Наэль требуется максимальное количество защиты. Чем больше, тем лучше. Поэтому я не стал заморачиваться и полностью нацелился на защиту. К тому же, как вы могли заметить, увеличивая ее, мы также поднимаем и наносимый геоурон, что не может не радовать. На данный момент я добился результата в больше 3000 единиц защиты, что позволяет мне спокойно переносить даже смертельные атаки. В качестве основного сета артефактов мой выбор упал на встречную комету. Благодаря бонусам щит становится еще крепче на 35%, а атаки сильнее на 40%. Корону, часы и кубок я установил на процент защиты, и в дополнительных статах старался, чтобы она тоже присутствовала. В качестве основного оружия я выбрал белую тень. Меч создается у кузнеца, и достать его не составит вам проблем. Он также увеличивает защиту, а при нанесении урона противнику еще и атаку. Но помимо всех плюсов Наэль, которые я уже перечислил, есть еще один очень полезная способность, о которой стоит рассказать. Это талант под названием «От всего сердца», который неоднократно спасал моих персонажей в бездне. Находясь в кармане, Наэль создает щит с прочностью в 400% от ее защиты, если количество хп у активного персонажа падает ниже 30%. А как вы знаете, в бездне воскресить павшего не получится, что делает этот навык ну просто нереально полезным. Ну и резонный вопрос, с кем ее выгоднее использовать. Тут вариаций множество из-за ее уникальности, но чаще всего у меня она стоит в связке с Джун Ли, что позволяет мне постоянно находиться под щитом, не получая урон. Ну а в случае, если все-таки это произошло, Наэлька всегда отхилит. Да и не стоит забывать про элементальный резонанс от двух геогероев.
который уменьшает возможность прерывания атак, что само по себе очень круто, да и поднимает урон, если персонаж находится под щитом. А как вы понимаете, в данной связке быть постоянно под щитом вообще не проблема. А теперь, прослушав мои мысли, сказанные с умным видом, я надеюсь, скажите вы мне, так ли она бесполезна. Но не забывайте, что каждый из вас имеет право на свой выбор, кем играть и как. Главное получать удовольствие. Надеюсь, это видео было для тебя полезным. Если так, то поддержи нас лайком и не забывай подписываться, чтобы не пропустить следующий ролик. Хорошего тебе дня. Пока.